Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале Айрония. Сегодня мы продолжаем серию обзоров характера мужчин по знаку зодиака. Я сделала много пометок. Для новых подписчиков еще раз обращаю сразу ваше внимание на то, что я не астролог, я наблюдатель, и это одно из моих хобби именно прослеживать наиболее ярко выраженные черты характера разных знаков. Так что относитесь к этому как к развлечению. Но, тем не менее, следите, так ли это у вас. Буду очень рада комментариям. Сегодня у нас мужчина Овен, и это 100% мужской знак. Вот есть некоторые знаки, они больше мужские, есть некоторые знаки больше женские, а есть такие, которые одинаково мужские и женские. Вот, не знаю, вот прям явно это прослеживается. Так, мужчина Овен. Тут все сложно, очень. Двоякие проявления характера, которые вынесет почти без конфликтов практически только очень мудрый и спокойный человек. Но это практически невозможно, сразу скажу. Главный момент, который характеризует мужчину Овна, это все делать перенасыщенным, все через чур. Какие-то страсти, драмы, бешеные амплитуды, перемены настроения. То он нежный и ласковый, то бурлящий глупостями, оскорблениями, постоянно наэлектризован, резко взрывающийся. Позже, минут через 30, он будет посыпать голову пеплом, но через пару минут может опять взорваться и завестись на пустом месте. Все слишком. Чувство меры отсутствует полностью. Причем он делает это сам по себе. Ему даже спичка-то не нужна для этого. Он вот в этом деле самозанятый. Вот слово дурацкое, но оно 100% подходит. То есть он сам себя раздражает, сам раздражается и так далее. Очень быстрый, реактивный. Еще как бы мотор не прогрелся, он уже улетел. С другой стороны, они умеют брать на себя ответственность, но будут постоянно это вспоминать и этим козырять. Не могу сказать, что они верны своему слову, как утверждают многие гороскопы. Нет, они могут менять свои решения, с другой стороны, могут дать слово, и если, например, эта ситуация абсурдная и глупая, потом, как будет известно, он будет все равно держать там слово, хотя в этом нет никакого смысла. В общем, импульсивный и в этот момент не контролирующий свои эмоции и мысли. Но они быстро остывают, и чтобы подкопить сил, а точнее тему, не силы, тему для нового взрыва, потому что сил у них предостаточно. Даже переизбыток этих сил, которые нужно обязательно направлять на какие-то такие созидающие вещи, даже лучше что-то вот, если это будет физическое какое-то действие, потому что это Овну идет на благо. Например, выкопать яму и вот туда дерево посадить. Вот именно от переизбытка энергии, я думаю, что у них есть смелость такая с риском и уверенность в победе. Поэтому они рискуют там, где не решаются это делать другие. Другим страшно. Как друг он верный, но может и подколоть, заботясь о ближнем. Это у него вот такой вот юмор, так он проявляется. Они перечеркивают часто свои хорошие и сильные качества, как честность, верность, забота, внимательность, такими отрицательными моментами, как нетерпеливость, бестактность, полнейшая мания величия и самовлюбленность. И это происходит потому, что овны не желают расставаться с этими качествами или хотя бы их как-то нивелировать. Потому что им, в принципе, пофигу в момент бешенства другие люди и что они чувствуют. Они сами любят командовать и самоутверждаться за счет других. Создают проблемы на абсолютно пустом месте. Зато они самые такие ранимые и нежные, по их словах, никому не причиняющие боль. Они очень любят себя. То, что у них тяжелый характер, они, конечно же, не признают. И не изменятся никогда, даже если будут мучить своим поведением всех близких. Они этого не хотят понимать и видеть. Могут на мгновение прозреть и опять вернуться в свою колею. Поэтому, если вы хотите контактировать с Овном, меняйте свою тактику, не пытайтесь его переделать и закрывайте глаза на его некоторые выходки. И это просто необходимое условие. Если он кипит, лучше дайте ему
прокипеть и остыть, и лучше всего физически удалитесь куда-нибудь на время. Не то чтобы из дома там уйти, ну от него отойдите. Не трогайте его в этот момент, это самый лучший вариант. Хотя у вас в голове будут мысли, зачем я это делаю, все это глупо, этого можно избежать. Но он через буквально несколько минут остывает, становится опять нежным, внимательным, и ты готов понять и простить. У овнов просто феноменальная память, я вообще поражаюсь этому. Они умеют хорошо, красиво писать, обрабатывать текст и правильно отвечать. Вот если какие-то юридические дела или дела, ну, в деловой сфере, вот какая-то торговля или, ну, какие-то вот гешефты, если он не торопится, он сделает это просто блестяще. Поэтому многие из овнов могут быть прекрасными адвокатами, выкрутиться из сложнейшего положения именно благодаря своему вниманию, умению анализировать и правильно излагать мысли. Но для этого им надо быть в спокойном состоянии. Они эрудированы в какой-то конкретной области, которая им интересна. Но есть интересный факт. Они могут в компании поддержать абсолютно любую тему и показать себя разносторонне интересующимся и подкованным в разных, так сказать, сферах, хотя с некоторыми темами он будет знаком только поверхностно, но этого никто не заметит. Овны хотят внимания к себе, но сами не терпят каких-то недостатков в других. Они как дети всю жизнь. Потому что они первый знак зодиака, поэтому так. Вообще они не взрослеют и не стареют. И я не только о внешности говорю, хотя внешне они тоже моложавы, довольно долго выглядят. Они очень активны в сексе, и неважно, сколько им лет. То есть они остаются вот такими молодыми всю жизнь. Они сентиментальны, внимательны к деталям. У них такой свежий взгляд, они же вот как дети, на объект их внимания. То есть никто не заметит каких-то мелочей, он заметит все. Если его этот объект интересует, запах, тембр, мимику, как ответила, посмотрела или посмотрел, ну, обычно это касается противоположного пола, что сказала, все будет просканировано, записано в мозг и тут же обработано. Они пойдут на ухищренные ухищрения, то есть на какие-то хитрости, чтобы приблизиться к объекту их внимания. Если бы Овен немного работал над собой в свою же пользу и притушил агрессию, вспышки неконтролируемого гнева и пустой ревности, это были бы просто суперлюди, такие супермены. Но это все несбыточная теория. Овны любят не банальных женщин, не совсем такого типичного поведения. В них, в этих женщинах должно быть что-то неординарное, иначе ему не интересно. И она должна быть из тех, кто следит за собой и хорошо выглядит. Это обязательное условие. Если овны влюблены, они могут сделать для вас что-то такое необычное, приятное и реально удивить. Они это могут. И то, что они влюблены, видно по их поведению. Долго они, конечно, не затягивают вот этот вот период начального знакомства. На работе овны очень любят брать на себя слишком много. Любой опыт принимают с благодарностью, но их крайне редко любят подчиненные, если они становятся каким-нибудь начальником по вышеуказанным причинам. Они не сдержаны, и там, где можно было просто парой слов объяснить, вы устанете выслушивать обвинения в свой адрес. Хотя они этого сами не понимают и считают свое поведение абсолютно нормальным, потому что намерения у него же хорошие. Он любит, чтобы все были перезагружены делами. И как один умрем в борьбе за это. Вот это та самая ситуация. Трудоголизм – страшное дело. Я считаю, что это вот болезнь невротиков. Овен любит какие-то разборки, вот разборки ситуации, я имею в виду. И в этом он утомит даже мертвых. Им бы вот армией управлять в критической ситуации, вот там была бы реальная польза вот этого их темперамента. Или они могут проводить какие-то масштабные мероприятия, потому что энергию девать некуда, поэтому им нужно много народу или какая-то активная физическая деятельность. Они фонтанируют этим переизбытком энергии, и у них чрезмерная активность, которая хороша, например, в компании, но которую трудно вынести каждый день близким.
Они не реагируют на хорошие советы из-за своего упрямства, а не потому, что они реально лучше знают, что им делать. Нервная система у них неустойчивая, они переутомляются от того, что много на себя берут, или наоборот, когда есть возможность отдохнуть, они себя замучают какими-нибудь думками. Их кидает иногда с одного на другое. Сегодня ему жалко евро на кофе, завтра он может купить какую-то дорогую вещь. Это вот для примера вам говорю. Он считает, что может распоряжаться хорошо деньгами, он такой хозяин. На самом деле нет. Импульсивность толкает его на какие-то ошибочные действия и покупки. Если убрать импульсивность и вспышки неконтролируемого, хоть и короткого гнева, это бы было просто, вот как я уже говорила, это было бы прекрасно. Из них бы получились вот прекрасные люди. Свет меняется, не обращайте внимания. Я в жизни часто общалась и общаюсь с мужчинами-овнами, и поэтому точно могу сказать, что именно овны имеют смелость вот подойти к девушке, на которую многие обращают внимание, и сказать ей прямо о своих чувствах или с ней познакомиться, потому что другие будут смотреть, обдумывать планы, там, я не знаю, но не посмеют к ней приблизиться. Овны это делают, они люди действия. И Овен всегда выберет себе в жены или в подруги женщину, которой восхищаются другие. Если Овен любит свою жену, никаких измен не будет никогда. Овны спортивные, особенно в молодости. Надо, если они вот хотят быть всю жизнь в форме, а они могут оставаться вот такими моложавыми телом, им надо немножко поддерживать свое тело тренировками в процессе жизни. Они слишком искренни и честны, и прямолинейны, и иногда вот в каком-то деле это может граничить с глупостью, потому что чересчур они раскрываются перед оппонентом. Опять не могу согласиться с гороскопом, что овны быстро все забывают. Нет, они вообще никогда ничего не забывают. Они могут помнить мелкие детали жизни, давно прошедшей, которые их ранили, или вот какой-то обман, или хорошие моменты, без разницы что. Они очень хорошо это запоминают, и в то время, когда другие уже там половина происходившего не будут помнить, они будут помнить все детали. Коротко пройдемся по некоторым аспектам овнов. Если овен что-то задумал, он это сделает, даже во вред себе. Тут срабатывает упрямство, нетерпеливость и эгоизм. Они нравятся женщинам, как правило, потому что от них идет вот этот сексуальный заряд. Овнам нельзя перегружать свою нервную систему, потому что вся эта итальянщина, она сжирает очень много энергии и у него самого, хоть он этого как бы не замечает, и у его окружения. Овны обаятельны, они могут быстро найти общий язык с людьми, особенно полезно это бывает, если они находят общий язык с людьми вышестоящими по рангу, и это приводит к тому, что овен становится любимчиком и его продвигают наверх. Он ни перед кем не присмыкается, его хотят люди вышестоящие видеть где-то рядом с собой. Не терпят вранье, предательство, измены, и тут он может снести все в порыве ярости. Если кто-то из друзей как-то себя не так проявит, он что-то заметит, то овен вычеркнет из жизни этого друга навсегда. Овны артистичные. Я думаю, что они могли бы быть артистами, неважно, артистами кино или артистами на сцене, запросто. Они любят красивую одежду, но сами ее выбирать не могут. Им нужен совет, что с чем сочетается, то есть им нужно либо научиться этому, либо кто-то должен им помочь выбрать. Им нужна насмотренность, вот тогда им легче будет ориентироваться в мужской одежде. Но, как ни странно, они могут подобрать, например, женщине прекрасное платье. То есть они видят, как это платье вот на вешалке висит, как оно будет смотреться на фигуре его жены, например. Это парадокс, но так. Могут много шутить, вести себя как пацан. Они экстраверты, они люди действий. Овен, простой, честный, рискованный, смелый, сильный, импульсивный, не переносит критику вообще ни в каком виде. Мечтатель, но не просто мечтатель бездействующий, он мечтатель действующий.
Оптимистичный, открытый, целеустремленный. Заботливый. Но тут опять внедряется его отсутствие чувства меры. Например, он принесет вам в постель, если вы болеете, чашку чая, но он заварит столько чая или положит столько сахара, если вы его попросили сладкий чай сделать, что вы не сможете просто пить этот чай, настолько концентрированно все это будет. Он же для вас ничего не жалеет. То есть намерения светлые и чистые. Он не понимает, почему вы возмущаетесь вообще. Овны – быстродействующие энтузиасты. Не любят сюрпризов. Если вы, например, приготовили ему там подарок на день рождения и где-то спрятали, и он об этом узнает, он его обязательно найдет раньше времени. Как папа, он может давить на детей. Опять же, с хорошими намерениями. Но воспитатель из Овна никакой, несмотря на то, что они преподавателями работают. Лучше, если он научит своего ребенка вот конкретным вещам, конкретному делу или чему-то, что он сам умеет делать. Это будет неоценимая вещь. Но если он просто будет там что-то там пытаться из ребенка сделать словесно, то он будет просто портить психику и все ребенка. Потому что он сам ребенок. Поэтому лучше не надо лезть со своим воспитанием к своим собственным детям. Совет овнам: чтобы проявить все ваши положительные черты, следите за своими вот этими взрывными проявлениями. И у вас вообще не будет недопонимания с людьми. Вряд ли кто-то прислушается из овнов вот к тому, что я сейчас говорю. Но вдруг там один или два осведомлен, вооружен. Важно, чтобы Овен направлял свои силы и действия на лично свои реальные цели, а не направлял их куда-то на благо дяди какого-то. Да? Лучше, если он откроет свое дело и направит это именно на благо своих интересов. В общем, овны такие активные товарищи, с ними не соскучишься. В общем, у меня про мужчин получается длиннее, чем про женщин. Не знаю, почему так. Буду рада, если вы напишите в комментариях, похоже ли описание на ваших мужей, братьев, отцов и так далее, каких-то знакомых. А с вами мы встретимся в следующий раз. На этом я заканчиваю. С вами была Наташа. Пока.